Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиап. В сегодняшнем ролике все действия выполнены профессионалом, поэтому не повторяйте это дома, там обезопасьте себя, родных, близких, все такое. Тут есть два духа, а соответственно меня очень сильно просили записать элементалистов, в целом, что могут духи и тому подобное. Давайте рассмотрим в текущем ролике, если соответственно получится. Тут есть энигма и дух пятерка, поэтому грех не попробовать. На самом деле это, наверное, уже моя пятая попытка, где я пытаюсь записать духов. Поэтому, ребят, я сразу хочу сказать, поговорить по поводу духов. Сборка, если что, вот именно духов, она какая-то странная, как по мне. Она не импактовая очень сильно и тому подобное. То есть ситуативная, я бы даже так это сказал. Я сейчас объясню почему, в целом, почему мое мнение таково, и, короче, сейчас просто поговорим детально о духах и расскажу все плюсы и минусы, и то, почему я думаю, что духи не очень хорошая сборка. Во-первых, когда вы собираете первый уровень духов, там шанс на духов срабатывания окаменения 25%. То есть всех, кто вас бьет физическим уроном, тот может окамениться на 2 секунды. Это первый момент. Второй момент. Ну, пока неплохо. 2 морфа пришло, так что у меня ранний морф придет еще. Было бы замечательно, конечно. Шкатулка мне, в принципе, нужна. Я ее возьму. Мало ли мне придет гида. Плюс там у меня морф, плюс там будет разор, все дела и тому подобное. Короче, надо. В общем, надо. Это, конечно, не инча в двойку со старта. Это, конечно, не гоблин-убийца в двойку со старта. Но тоже неплохо. Так вот. Первый уровень духов, шанс срабатывания окаменения 25%. Окаменение на 2 секунды длится, работает сквозь БКБ и тому подобное. То есть работает на всех стадиях. Когда вы... Ого! Ого! Неплохо. Нет, такое мне очень нравится. Естественно, мне такое нравится. Может, мне еще и раздор сейчас придет. Это все не надо, я скипаю. Лучше бы не скипал. Лучше бы я взял посох забвения вместо башера, потому что у меня все дальнего боя, ребята, и смысл мне от этого башера непонятно. Желательно, конечно, чтобы мне пришел ранний разор, и было бы вообще очень шикарно. У меня был бы баф духов со старта второго уровня, и было бы более-менее неплохо, но. Идем дальше. Второй уровень духов. На всех ваших союзных фигурах есть шанс, что сработает баф духов. Шанс срабатывания 20%. Ну, так же самое окаменение 2 секунды. В принципе, ничего не поменялось. Ух ты. Марси. Или жрец. Или Марси. А можно и того взять, в принципе. Почему нет? Либо же сыграть вообще на зверях. Или на охотниках сыграть. Не знаю. Не знаю, как лучше, поэтому пока сделаем вот так. Но в самом деле лучше всего стартовать через магов. Если вы играете уже через духов, то лучше стартуйте через магов. Вот. Баф 6 духов. Самый сильный баф, который только может быть, наверное, у духов. Ну, лучше не придумаешь. Каждое окаменение, которое сработает, оно сносит 20% или 30%, точно не помню. 20% от того, когда камень спадет, от максимального хп противника. То есть, если у противника 1000 хп, то он снимет, если это 20%, то снимет 200 хп чистого урона. То есть, там чистое. И если вы, конечно, везунчик на 110%, то, скорее всего, у вас получится сразу же активировать способность следующую, то есть еще раз окаменить противника своего. Естественно, если вы его 2 раза, 3 раза подряд окаменели, то импакт нереальный будет. Но я сужу по своей удаче, мне максимально это не везет, не знаю, с чем связано, но у меня очень туго с духами. Они мало ли того, что никого окаменить не могут, а и в текущей мете окаменить своего противника довольно-таки сложно, потому что чуть ли не в каждой игре есть гриттер. Кстати, да. Против гриттера духи вообще не работают. Это нужно учитывать, это нужно понимать. И если против вас есть гриттеры, то синергия духов, естественно, самая бесполезная, которая может быть. В чем сила в целом духов? Против охотников, я думаю, будет неплохо. Минусы только в том, что не факт, что сработает окаменение. Я думаю, тут и так уже понятно, я об этом сказал. Не факт. У меня очень редко срабатывает окаменение духов. Поэтому, может, у вас везение получше, у вас будет окаменение срабатывать на 110%. Как-то так. Инчу я покупаю, просто с него деньги взять. Хотя, на самом деле, даже если инча мне придет в двойку, я бы мог ее и на стол выставить.
Это не будет ошибкой. Вот. Идеально духов собирать через магов. Это я уже сказал, но все же, повторюсь еще раз. Идеально собирать их через магов. Вы собираете, соответственно, там, по-моему, 6 магов, 6 духов, и у вас все замечательно. Да, это будет очень сильно, это будет очень круто. Ну, в принципе, замечательно. Вот, реально замечательно будет все. Что еще хочу добавить? Сразу, ну, я уже говорил, на гритерах это не работает. Не надо. И стартовать сразу через чистых духов я бы не рекомендовал абсолютно никому. Ну, со старта есть более сильные синергии, комбинации, которые намного больше дадут импакт, нежели вы будете играть через своих духов, грубо говоря. Поэтому я не рекомендую собирать духов со старта. Морфа можно, да, это Морф прикольный персонаж, если он вдруг вам со старта пришел, то все, считайте, вы сорвали джекпот. Гида, кстати, пришла, Огр пришел. Гиду я, наверное, возьму и выставлю сейчас на стол. У меня есть дискорд под нее, в принципе, ошибка, я думаю, это не будет. Тиника возьмем, потому что он нужен. Там, кстати, обалденные коробки вышли на внешку Тиника, на внешку Муэрте и на внешку Разора. Просто вот замечательные коробки вышли. Я бы очень хотел себе эти 3 внешки. Ну, Тиник, ладно, он такой. Я им особо не юзаюсь, но, в принципе, чтобы покрасоваться, можно было бы и взять. Так вот. Со старта я все же рекомендую, наверное, поиграть вам через через гоблинов, мехов, через убийств, то есть вот через такие синергии, но ни в коем случае не стартовать на дух. Я думаю, это будет огромная ошибка. О, кстати, Башер сработал на Марсе. Отлично. То есть Башер импактовый получается. Ну, ладно, почти. Вот. Видел еще собираю через богов и духов. Тоже, в принципе, нормальная тема. Собираете богов, собираете духов, ставите 3 мага, 4 бога, 6 элементалистов. И должно, в принципе, быть более-менее хорошо. У меня сейчас старт довольно-таки сильный. Не спорю, довольно-таки сильный старт. Единственное, что у меня довольно слабые фигуры. Реально довольно слабые фигуры. У меня они все первого уровня, кроме морфа. Соответственно, могут быть проблемы. Что еще я такого хочу сказать по духам? Очень сложная синергия в исполнении. Не в плане скилла, не в плане там чего-то еще. Просто дорогие фигуры у духов. Просто представьте, вам, чтобы собрать фул духов, вам нужна обязательно 5 дух. Если 5 духа нету, неважно, это будет Энигма, дух жрец, то есть вообще неважно, кто из них будет. Если этих фигур нет, то все. Вы духов не соберете, только через волшебников можете собрать. А толку их собирать через волшебников, если их сила, ну вот то, о чем я говорил, меня вынесли. Но тут вынесли меня чисто из-за того, что у меня 1 двойка. А у моего противника было несколько двоек. Рыжий лист пришел, так и хочется на зверях катнуть. Но... Либо я выйду в инкам в 30 монет. Либо же не выйду в инкам 30 монет. Одно из двух. Кстати, можно было бы и через орков. То есть, что я хочу этим сказать? Вам нужно собираться со старта тот билд, который будет тащить вам до лид-гейма. Потому что если вы не выйдете в лид-гейм, то вы и духа 5 не найдете. Ни одну, ни вторую. Естественно, если дух 5 упал, я рекомендую брать духа 5, который жрец. Там воины собираются. Вот. Духа жреца берем, соответственно. Собираем и шмотки на керри персонажа, потому что каждое окаменение будет сопровождаться 2 дополнительными тычками с дополнительным уроном, плюс он будет чистый. То есть дух 5 это шикарный персонаж, которого надо брать. Если у вас есть то же самое гритер, то духа 5 можно закидывать и под гритером. Дух 5 нормально так душит. Тут, если бы у меня не было только что в двойку морфа, я бы сделал снова. Вот как бы усиление, видите? Тиник приходит. Ладно. Ладно. Кунг-фу. Кстати, против кунг-фу духи не работают тоже. Единственное, что вы можете Марси напрячь. Вот. Единственный момент, который вы можете сделать, это напрячь Марси. И все. Как бы. Больше тут вы ничего не добавите. Острые наручи, в принципе, можно было бы взять, но я, наверное, лучше попробую найти. Боже, кто меня тянул за язык? Зачем я... Не делайте такую ошибку.
Если есть острые наручи, лучше возьмите острые наручи. Особенно если вы играете через кунг-фу. Берите острые наручи и не парьтесь. Вот против меня сейчас кунг-фу. Я более чем уверен, что он мне сейчас ваншотнет моего морфа. Смотрите. Один. А, ну тут даже и ваншота не надо. Меня и так вынесли. Ну ладно. Ситуация не самая плохая у меня. Не самая плохая ситуация. Хотя вы видели, окаменение ни разу не сработало. Если что, я напомню, 25% их шанс окаменения. Поставлю, наверное, богов. Я, наверное, и сыграю через богов полностью в этой каточке. Богов я поставил, чтобы у меня у морфа меньше КД было на способность. Чем меньше, естественно, у него КД, тем больше, чем чаще он будет кататься по лицу противника. Ну и судя по всему, по моей нервной системе, он, дай бог, будет кататься. По-любому здесь будет нежить, я уже прочитал эту катку, тут по-любому нежить будет собираться. Скорее всего, соберутся еще и звери сверху. Нежить, я думаю, соберется штуки 2. И вот на 12 раунде, как видите, у меня сейчас 50 монеточек есть. Я имею 85 хп, 50 монет, в принципе, все замечательно. Так, боже, какой сильный стол у противника, вы посмотрите. 4 двойки, резак в двойку. Клокверк такое, но тоже в двойку. И Тинкер в двойку, который ракеты пустил как надо. То есть мой Тинкер, когда у меня, он свои ракетки единственное, куда может пустить, это в какой-то пивбар максимум. Я, наверное, ничего все-таки выставлю. Пусть у меня баф полуорков будет. Где можно было бы и трентак. Ладно, короче. Наделаю я ошибок в этой каточке, причем очень много, я думаю, наделаю ошибок, потому что я на духах особо не играл. Я их недолюбливаю, этих духов. Слишком ситуативно, слишком. И, естественно, ну, я уже говорил об этом, то что если против вас будут гритеры, это бесполезная синергия. Сейчас мне самое главное, это выйти в 8 уровень. Как можно быстрее. Не кровь из носа, нужно выйти в 8 уровень. Без 8 уровня я не сделаю свою синергию 6 элементалистов. Потому что мне нужен дух, пятерка. А, ну, кстати, еще плюсы. Когда морф катается, он полностью вводит все свои дебафы, урон и тому подобное. Я уже 2 раза по минус... Ой. Спасибо, Разор. Разор максимально вовремя пришел. Есть котел. Инчу, наверное, уже стоит продать. Выставлю лучше Разора. Кунг-фу собралась фуловая. Против кунг-фу духи не работают тоже. Знаете, что я сейчас понял? А какого лешего я продал котла? Зачем я продал котла? Мне сейчас... А, ну, тут в любом случае мне повезло или нет. Тут кунг-фу фуловая. Не удивлен. Я мог котла не продавать, я мог котла оставить. Собрать немножко иной билд. Ладно. Играем боги-духи. Целенаправленно, боги-духи. Может получится с комбинацией магов сделать, хотя не факт. Жалко, тут нет Зевса. Было бы еще круто под Зевсом сделать себе боги-духи. Будем отталкиваться от того, какой дух мне первый придет. Мне бы Разор в двойку за старта. Вместе с Морфом бы я бы очень хороший импакт себе сделал. Но в самом деле мне бы сделать 4 бога сейчас. И у меня Морф был и катался туда-сюда, и хотя бы хоть как-то, но он сносил бы своего противника. Но лучше всего все-таки, как я уже говорил ранее, это сыграть через магов. Магия друг друга будет дополнять, потому что тут есть Разор как минимум. И можно было бы сделать 6 духов, 6 магов. Ну, было бы прям четко. 6 духов, 6 магов.
Можно еще сейчас найти жреца, выставить жреца и сыграть через лустрик. Думаю, было бы нормально. Ну как через лустрик сыграть? Я и так уже на лустрике. 5 раз проиграл-то подряд. Но я бы хотя бы себе там хоть как-то хп экономил. Я очень надеюсь, что мне повезет с духами. Если мне не повезет с духами пятерками, то все очень грустно и печально будет, к сожалению. О, сработало окаменение 2 раза целых. Обалдеть, вот это импактище. Шанс 25% на срабатывание. А, ну все, М присосался. Так, окаменение сработало. Но это бесполезно. Короче, ребят, я очень скептически настроен на духов. Очень. Не знаю, рольнуть попробовать. Может, найду духа. Может, найду жреца. Нет. Зато 2 тиника сверху. Вот это да. Вот это я понимаю. О, о! Короче, я почему сейчас орка жреца не купил? Потому что я его случайно скипнул. Надо было орка жреца купить, продать гиду. Ой, короче. Ладно. Я же говорю, в этой катке у меня будет тонна ошибок. Тонна, тонна и еще сверху тонна. Мне бы фуловых богов было бы намного проще играть. Все-таки как-никак бы у меня мор бы катался туда-сюда. И неплохо-то бы так урона вносил. Сейчас он 7000 нанес урона. Так, жрец есть. Так, ты сюда, сюда. Гиду продам, жреца выставлю. Пока сделаю так. Эх, молю бога рандома, чтобы мне пришли духи ранние. Энигма, дух пятерка. Я тогда выставлю 6 духов и буду чувствовать себя прелестно. Что бы я еще хотел добавить по духам? Честно, мало чего я бы хотел добавить по духам. Слушай сюда, чел. Ты 2 морфов собрал. Может, пора остановиться? Удали Разора. Удали Разора. Оставь мне моих ребят. Чтобы вы понимали, он не играет через синергию, которую он будет... Я даже не знаю, через что он будет играть, но он зачем-то себе собрал 2 Разоров в двоечку. Ой, ну, 2 Разоров, 2 морфов. Это либо мне подгадить, либо я не знаю, как по-иному. Я сейчас, наверное, предметы позакидываю в Лину. Как-никак она после каждого использования своей способности будет ускоряться. А мне это только в плюс. Так, ну вон, фул кунг-фу, фул шамана. Ну как фул? 4 шамана, 4 кунг-фу, фул панды. Вот и посмотрим, насколько духи смогут справиться с ним. Я очень удивлюсь, если у меня получится еще хоть что-то... Да хотя бы в топ-2, в топ-3 выйти. Чтобы показать, насколько духи мощные. То есть, ну, да, тут у меня, скорее всего, будут ошибки, потому что я очень редко играю на духах, и я не совсем понимаю, что как лучше сделать. Шаман пришел. Может, через шамана стартануть и не париться. На всякий случай возьму шамана. Не уверен, что я буду юзать его, конечно. А, 25%. То есть, когда у вас 4 духа, то шанс срабатывания 25%. Я почему-то думал 20%. Либо же это было в прошлом патче. Как неплохо они идут все-таки мне эти шаманы. Или уже, в принципе, можно было бы перестроиться и в шамана. Ого! Ого! А что это за танец живота? 2 раза подряд сработало окаменение. Это праздник какой-то, отвечаю. Это... Ого! Мне нужно найти... Так, шаманов я уже все, всех шаманов продаю, они мне не нужны, мне Нигма пришел, поэтому я, в принципе, могу поиграть. Чего?
Мне нужен Гранд-Геральт, срочно. Так где ж ты, Гранд-Геральт? Алло, очнись. О, молодец. А знаете, в чем прикол? Я не могу фуловых духов выставить. Я не могу выставить их по той лишь причине, что мне нужно выставить фул богов. Фул боги дадут мне намного больше импакта сейчас, нежели другой билд. Взгляд Азеса я по-любому беру. Это прям к гадалке не ходи, это нужно. У меня, в принципе, более-менее хорошие шмотки сейчас. Ну, правда, 2 предмета зеленых вообще бесполезных. Они мне не нужны, от слова, совсем. Полдухов я не могу выставить сейчас, по той лишь причине, что у меня нету уровня. Мне нужен 9 уровень, тогда я беру уровень, выставляю себе фулл духов и показываю вам реализацию на 110% синергии духов. Боже, как я скептически отношусь к ним. Я думаю, это прям чувствуется, насколько я скептически отношусь к духам. Я отношусь чисто из-за того, что я понимаю, что здесь в катке нету гритера, и духи могут работать. Но тоже. Я не думаю, что они будут работать идеально. Не думаю. Но, может, я переобуюсь в конце ролика. Очень дорогая синергия. Очень дорогая. И чисто из-за того, что синергия нереально дорогая, она максимально сложная в реализации. Не понял, а что так срабатывает сейчас окаменение? Алло. Если бы у меня был морф в тройку уже, было бы прям, ну, песни. Я бы выносил, нечего делать всех здесь. Морф в тройку довольно-таки много урона вкидывает. Я в шоке. Окаменение срабатывает. Мне надо уровень взять. Я возьму уровень и поставлю уже 6 духов. Во. Можно взять 10 и докинуть либо же одного чернокнижника, либо же докинуть одного мага. Ну да, если я докину одного мага, то у меня будет 3 мага, 6 духов и 4 бога. В принципе, неплохо. Неплохо чисто из-за того, что есть морф, который будет кататься очень сильно. И есть Энигма. На самом деле, Энигма это очень сильный персонаж. Я бы не скипал в обычных катках Энигму, особенно когда играете через богов и духов. Чистый урон это всегда хорошо. Ну вот, кстати, нежить против меня. Но это не фуловая нежить, это 8 человек нежити. И тут, как мы поняли, нежить на одном месте меня прокрутила несколько раз. Что может спасти сейчас текущую ситуацию? Дух пятерка. Дух пятерка, хорошие предметы. На самом деле, тут такие сильные синергии, что не факт, что у меня получится что-то сделать против них. Очень не факт. 6 зверей, мертвецы, шаманы кунг-фу и еще один мертвец. То есть 3 билда, которые максимально опасны для меня. Самый опасный это шаман кунг-фу. Ну и нежить, естественно. Вот сейчас нежить, посмотрим. Как вам срабатывание окаменения, ребята? Оцениваем, оценим на один... Сколько? Вот. Я уже подумал, что сейчас в Next улечу. Честное слово, у меня было такое впечатление, что я сейчас лечу в Next. Видели? Ни разу не сработало окаменение. Импакт. Импакт. По этой же причине я не люблю духов. Очень не люблю. Для меня духи это... Короче, вы сами все видите. Че я буду вам пытаться что-то доказать, если вы сами видите, как оно по факту работает? Срабатывание 0,0. Предыдущая катка, предыдущий раунд, она не сработала ни разу. Может и сработала, я не заметил, но... Короче. Вот тут, кстати, сработало. Минус... Ну, видели, там минус процентаж на хп снесло.
Но окаменение не сработало, скорее всего, из-за того, что я нанес 2 тычки. Там, когда срабатывает окаменение, и вы наносите 2 тычки, то сразу окаменение спадает и наносится 20% от максимального здоровья. Так, я возьму цепочку. По-любому буду брать цепочку. Цепочка это имба. Особенно, когда я под богами играю, у меня будет максимально много хп регена и всего остального. Я, наверное, буду пытаться предмет 4-го тира найти. Хотя нет. Кираса хороша. И щит хорош. Я возьму Кирасу. Я Кирасу беру по той лишь причине, что против меня есть зверь и против меня есть нежить. Против нежити Кираса неплохо работает. О, яичко, отлично. Еще одно, отлично. Улучшение, усиление на месте. Можно одно яйцо кинуть в ханом. Почему нет? Да, я так и сделаю. Это не будет ошибкой кинуть яйцо в ханом. Он как танк и, в принципе, как дэмэдж-дилер очень хорош. У него половина физического урона наносится, половина магического урона наносится. В каком соотношении, конечно, вот это вот интересно. Но в целом это хороший персонаж. Кираса мне может очень хорошо помочь. Но не против кунг-фуиста. А бусы я взял, просто вот посмотрите, насколько много отхила. Из-за бус. Не было бы бус, я бы вряд ли бы что-либо сделал тут. Чё, как тебе с моими морфами? Нормально? Так, одного выкинули из игры. Кто остался, получается? Так, морф, отлично. Тяжелая игра. Тяжелая. Не спорю. Нежить в топ-1. Воин. 9 воинов, нежить. Ну, 9 воинов и пещерник, кстати, там еще есть орк. Ага. Но против воина, я думаю, я спокойно справлюсь. Без единого даже какого-то напряга. У меня есть Энигма с чистым уроном. Так, ну вот нежить, давай. Срабатывать окаменение. Хочу почувствовать импакт. Каким образом я его вынес? Ну-ка напишите мне в комментариях, что сейчас было. Что это было? Так, морф, отлично. Сейчас будет усиление. Не будет усиления, ладно. Принцип. Разорчик. Отлично, у меня есть усиление. Сейчас Энигма в двойку будет, я его через яйцо апну. Наверное. Или потерплю, там, в принципе, мне один раунд. Я думаю, ну, вряд ли зарешает, если я Энигму сразу через яйцо апну. Я все-таки попробую рискнуть, наверное, и куплю Энигму. После мобов, если он не придет, тогда я апну его через яйцо. Ну, мало ли мне повезет x2. Вот посмотрите, какие столы против меня. Это ж ужас. Ужасно. 5%. Вот опять против меня нежить. Только нежить уже фуловая. Чё по окаменению, ребята? Где мое окаменение? Неужели это настолько сильный разор? Обалдеть. О. Я рискну. У меня, ну, я не думаю, что Энигма в двойку зарешает прям очень сильно. Поэтому я хочу попробовать рискнуть. Я хочу попробовать рискнуть. Там он, Свен уже в двойку нашелся. МК в двойку уже нашелся на 9 уровне. Может, мне в этом тоже повезет? Я скоро найду Энигму в двойку. Две опасных нежити. Это раз. Сейчас я поставил чуть назад, ребят. Объясню почему. Чуть назад поставил, так как там есть
воин. И из-за того, что там есть воин, мой разор намного больше нанесет урона, если он будет стоять чуть-чуть дальше. А это зверь пришел с полуорками. Как хорошо, что в рыжего лиса сейчас сработал скилл жреца. Жить! Ни разу не сработало только что окаменение. Я его вынес. Ну, каким-то чудом я его вынес. Так, ну что? Повезет ли мне? Но у меня есть еще один раунд в запасе. Если на этот раунд мне не повезет, будет очень плохо. Но, в принципе, у меня есть 5 морф. Так у меня морф сейчас будет в тройку. Так, давай сейчас. Либо придет ко мне морф, либо ко мне придет энигма. Если придет ко мне морф в тройку, это ж такое усиление божественное. Кстати, чел, который перестроился в воина, красава. Уважение. Благодаря тому, что он сейчас перестроился, он спокойно выносит нежить без единого шанса. У него там тренд в тройку, он его закерил. У него есть на всякий случай еще и Свен, то есть он может переодеться в другой билд. Молодец. Хорошо сделал. Что мне сейчас по шмоткам в принципе надо? Желательно, наверное, Кирасу 5 тира найти. Хотя, мне бы найти духа 5 жреца. Этот чел вообще не хочет ко мне приходить. И окаменение один раз. Ну, тут я уже не посчитаю из-за того, что Энигма кастанула свою способность. Скорее всего, окаменение срабатывает, но из-за того, что Энигма кастанула свою способность... Вот это усиление. Еще и рефрешер. Да. И все предметы я буду сейчас закидывать в Энигму. Мое решение обусловлено тем, что Энигма, когда закастует свою способность, даже если ее кинут в контроль и все дела, то Энигма сможет максимально бустануть себя. Она будет откиливаться благодаря бусам, она будет наносить чистый урон, плюс когда у меня есть рефрешер, то рефрешер сработает 2 раза. И 2 раза будет наносить урон урон. Урон скилл, боже, вот это вот я сказал. Знаете, теперь я могу переобуться сейчас смело и сказать то, что мне нужна шмотка 5 тира, желательно Аганим, чтобы у меня Нима кастовал 3 уровня способность. Ну и кстати, под рефрешером, если кто думает, что работает всего лишь 1 скилл, нет, работает 2 скилла. Наверное, если бы у меня... А, подожди, у меня Кираса есть, зачем мне Кираса? Короче, Кираса у меня есть. Кираса мне не надо. Так, против меня воин, но воина я сейчас ощущать не должен. Смотрите, оп. Ну-ка, еще раз. Оп. У меня у Нигмы вообще хп не уходит. Я его вынес. Но я его чисто вынес от того, что у него воины. Кто там вылетел? Кто вылетел? Зверь вылетел. Ну, что ж поделать. Что ж поделать? Зверь вылетел. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что у меня противник воин есть еще. Воин так напрягает нежить. Я бы ему руку пожал за то, что он играет на воинах сейчас. Благодаря ему я сейчас так сильно живу. Мне пока все нравится. Я пока доволен. Моя душа довольна. Выкинем одну нежить, выкинем вторую нежить. Останемся с воином 1 на 1, если воин не перестроится никуда. Хотя он, наверное, только может в гритеров перестроиться. Перестроиться в гритеров, тогда у него будут шансы. Тогда у него будут шансы, что он сможет против меня выиграть. Либо же у него будет какой-то очень мощный керри, который мне просто снесет кабинет. Так, вот еще одна нежить. Ну, импакт. Окаменение. Как же Энигма хавает их, вы посмотрите. Сказать, что это абсурд, или вы сами понимаете, что это абсурд? То, что сейчас происходит, я в шоке. Там нежить, скорее всего, просто слабая. Можно попробовать 40 маны найти. Или уже подождать и предмет 5 тира наролить. Чел такой: да я же играю на имбе. Как ты можешь меня выносить? Объясни мне.
Я, кстати, сейчас немножечко своих ребят сделал поближе, так как Энигма у меня все равно никуда не двигается, а в радиусе вот в таком срабатывает Кираса, и Кираса поднимает мне броню моим юнитам. Соответственно, нежити намного тяжелее вынести моих юнитов. Кстати, они же бьют, я так понимаю, в первую очередь духа огня. Ну, тоже... О, мана плюс 40, отлично. Это мы все отдаем Марфу. Так вот, делать всех близко тоже не очень хорошо. Там есть палка, есть станы, есть все, то есть не очень хорошо. Кстати, у меня у Энигмы еще взгляд Азеса, поэтому от хил Трента намного Вы посмотрите на дамаг. Энигма 9000 урона, Морф 10 000 урона. Самое забавное то, что чел на воинах выносит 2 нежити, а меня не может вынести. У меня чистый урон, у меня чистый урон от Энигмы, у меня есть немножко магического урона от Морфа. Я даже не знаю, в какой билд ему нужно перестроиться в своих волшебниках, чтобы выносить меня. Вот напишите в комментариях, кто думает, какой билд бы сейчас мне вынес. Я считаю, если бы он перестроился в ритерах, у него было бы больше шансов меня сейчас вынести. Я сейчас опасаюсь это 2 нежити. Хорошо. Вот у меня на самом деле довольно-таки хорошие шмотки выпали. Если бы не Кираса, он бы меня выносил без единого шанса, это нежить. У него слишком много физического урона, и из-за этого вот такая ситуация происходит. Там, кстати, нежить почему-то перестраиваться начал. 4 чернокнижника. Что ты делаешь? Ты Энигма себе наролил, ты думаешь, что ты сейчас поставишь 4 чернокнижника и что-то сможешь? У меня в Энигме взгляд Азеса, там как минимум минус 50% от хила. Вот, кстати, еще один минус, если сделаешь кучу на народ. Цепочка пролетела и по всем урон нанес. Что происходит? Минус нежить. А, ну там сейчас воин забирает нежить. И мы остаемся с ним 1 на 1, и, скорее всего, шансов у него никаких не будет. Более чем уверен. Да, все, как я и сказал. Отлично. Благодать до России оставлю, почему нет? Все. Чилы такие, что это за билд такой, как ты меня вынес? На самом деле я сам в шоке, как я его вынес. Если бы не Энигма, я думаю, я бы не вынес. Спасибо рандому сегодня. Благодарим рандом за то, что мне пришел ранний Энигма в 2. Ну и благодарим за то, что мне все-таки упала Кираса и буссы. Слишком сильно зарешали бусты и Кираса. Слишком сильно. Ну еще взять АЗ с рефрешером. Но это уже... Ну это уже другое, да? Хорошие предметы пришли, которые взяли и помогли мне зарешать. Кираса помогла мне против нежити, Кираса мне помогла против зверей. То есть, сами понимаете. Я сейчас, кстати, возьму уровень и думаю, поставлю не магов, а поставлю чернокнижников. 10% от хила лишним не будет. Мало ли. Или поставить магов. Наверное, чернокнижники мне больше нравятся. Еще один рефрешер. Не, я возьму рефрешер. У меня все-таки морф неплохо так катается. Надо брать. И вот так вот тебе еще. Так, такие предметы скипнуть. Какой еще предмет скипнуть? Можно скипнуть ману плюс 40 и скипнуть дискорд. Да, я, наверное, так и сделаю. Благодать России я оставлю. О, и рапира, и посох великого мага, алло. Ты чё? Так, ну я посох великого мага беру, потому что рапира мне она не нужна. Что она мне будет делать? Кто у меня будет с руки бить? Иисус Господний? Ой, Иисус Господний, что я сказал? Совсем драка. Ну и вот, как-то так. 7500 урона на морфе. 12 000 урона на морфе. 13 000 урона на морфе. Ну, Хускар ничего не сделает здесь. Да, он ничего не сделает. Хорошо, что у меня был взгляд АЗС, и у меня Энигма. Я его процентажным уроном схавал. Я в шоке.
Я просто в шоке. 27,9 жестко. Я не знаю, что можно добавить по текущей синергии. Вы все увидели, в принципе, сами. Поэтому мое мнение таково. На духах нереально тяжело играть. Очень тяжело собирать. Со старта по-любому играть не на духах, а на какой-то другой синергии нужно. То есть это нужно играть через магов, там нужно играть через гоблинов механизмов, через вот такие вот билды. Если вам, соответственно, пятерка легендарная не пришла дух, то сушите весла, ребята. Сушите весла, потому что бить вас будут беспощадно. Шансов не оставить никаких. Тут я выиграл чисто из-за того, что против меня был воин. Да, было еще две нежити, да, я попадался, выносил его каким-то чудным образом неизвестным. Но все же. Мне повезло. Я считаю, мне повезло, потому что воин давал по минус 10, по минус 15 своим противникам. Я давал воину по лицу, соответственно. У меня был винстрик. Короче, мне повезло. По предметам упала нужная кираса. Упала нужные бусы. Упала взгляд АЗСа. Да и в принципе мне больше и особо и нечего-то добавить. Мне упали просто хорошие предметы. В конце мне упал вообще агоним, который процентажным уроном просто так вот брал и душил по максимуму на 110%. В общем, что думаете вы по поводу синергии духов и в целом, как их реализовывать и тому подобное, пишите в комментариях. А также, ребят, всем огромное спасибо за просмотр. Кому понравился ролик, не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мой канал, потому что цель 5000 подписчиков. Телеграм-канал закреплен в комментариях. Там у нас чат комьюнити, я пишу по обновлениям этой игры, пишу, когда у меня стримы и веду свой небольшой личный блог. Так что всем удачи, подписывайтесь, не стесняйтесь.